Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Мы продолжаем публиковать материалы касаемо инопланетного корабля. Если вы еще не видели начало этой страшной истории, то ссылка на нее висит наверху экрана. Как всегда, с целью безопасности наших источников все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Это был громадный космический корабль или заброшенная станция инопланетян. Я не мог определить точно. Я просто шел по заброшенному гигантскому коридору. Казалось, что совсем недавно произошла катастрофа, которая унесла жизни гигантов-инопланетян в одночасье. Я не знал и не мог ответить на вопрос, что же произошло. Все казалось абсурдом, но чувство плена, оторванности от земли давило ледяной глыбой. Коридор был колоссален. Стены покрыты непонятными мне приборами и украшены фресками с изображениями различных существ. Вполне возможно, что это были представители флоры и фауны их родной планеты. В синеватом свете особенно выделялась громадная картина, как будто история сотворения какого-то мира или целой планетарной системы. На гладкой стене вкраплениями множества точек была изображена крупная сфера, рядом с которой две сферы поменьше, будто планета и две ее луны. На ум пришла ассоциация, что это Марс с его двумя спутниками Фобосом и Деймосом. Интуитивно и восторженно я коснулся сферы. В глаза ударил синий свет, как будто я провалился внутрь стены. Перед глазами поплыли мириады образов, среди которых я пытался выхватить и осмыслить наиболее яркие. В голубой планете, на орбите которой вращалось две луны, крупная и маленькая, приближались космические корабли. 4 штуки, и воистину они были грандиозны. Белого цвета, как слоновая кость, обтекаемые и величественные. Такие корабли могли принадлежать только справедливой межгалактической расе пришельцев, которые сеяли жизнь во всей Вселенной. Именно такие ассоциации возникли в моем мозгу при виде этих кораблей. Но это был лишь один из образов. Следующий демонстрировал эти же корабли, но разбитые вдребезги, горящие, заваливающиеся в пространстве. Мимо них к планете продвигался черный, вытянутый корабль. Одна из лун была также разрушена. Ее обломки устремились к поверхности планеты. Один из белых кораблей как будто понимал замыслы черного корабля. Он пытался прикрыть своей громадиной одну из лун, пытаясь уберечь ее от разрушения смертоносным оружием. По всей видимости, этим он пытался и уберечь планету от падения осколков Луны. Но белые корабли потерпели поражение. Внезапно столб света обрушился на меня сверху, прямо внутри этой фрески. Это были мысли-образы. Я увидел гигантских человекоподобных существ. Много. Не сосчитать. Они располагались в зеленой долине на берегу ручья. Долина была окружена скалистыми горами с черными зевами пещер. Из пещер к инопланетянам-гигантам выходили люди. Пещерные, первобытные люди. Это был палеоконтакт, произошедший миллионы лет назад. В обрывочном образе я понял, что человечество на этой планете, а это без сомнения была Земля, существовало еще в ту пору, когда материки были соединены в единую Пангею. И именно тогда эти существа-гиганты с белых конусовидных кораблей облюбовали нашу планету. А может быть, они и создали жизнь на ней. Далее меня вытолкнула волна огня из прошлого мыслеобраза. Горело все. Горы, долина, камни, первобытные люди и гиганты. На затуманенном горизонте с неба на землю валились отблесками громадные глыбы, скорее всего той разрушенной луны. В сизом мареве я увидел, как гиганты пытаются укрыть людей в пещерах, защищают их и пытаются спасти. К небу взлетали небольшие челноки под завеску, загруженные первобытными людьми. При взлете люди выпадали из открытых полусфер. Гиганты-пилоты плакали и кричали, но ничего не могли поделать. Они были бессильны перед тем, что произошло. Я почувствовал легкий удар, в голове зазвенело. Я снова оказался перед фреской, перед стеной с изображением. Моя ладонь лежала на выпуклой планете и 2 лунах. Я дернул руку и прикоснулся снова, но мысли-образы не возвращались. Ноги подкашивались, я чувствовал слабость. Я просто сел на пол в длинном коридоре и пытался прийти в себя. Незаметно я уснул. Сколько я проспал, я не знаю, но тело затекло, было холодно. Скорее всего, больше нескольких часов. Мысли-образы утомили меня, сожрали буквально всю энергию. Мне хотелось есть и пить, но ничего, что могло бы утолить мой голод и жажду вокруг, я не увидел.
Это был чужой инопланетный корабль, на котором я оказался неизвестно как. Но корабль этот подвергся разрушению именно в тот момент, когда я по ужасному стечению обстоятельств находился на нем. Страх боролся с отчаянием, но нужно было идти вперед. В голове присутствовал шум, и казалось, будто отдаленно я слышу некие слова, как будто бы едва уловимый писк радиоэфира. Все громче и громче, но конкретных слов я не мог разобрать. Я положил руку на стену с фресками и неизвестными письменами и решил идти вперед, ведя руку по фрескам. Ладонь чувствовала выпуклое изображение. Следующий провал введения был более естественным. Я все так же шел по коридору, но каменный или полимерный пол стал меняться. Я шел по траве огромной долины, свежий чистый воздух бил в легкие. Вы знаете, я не привык к такому и закашлялся. Под предгрозовым небом вдали виднелись пологие купола сферы перед горным массивом. Я понял, что это были горы из прошлого видения, те самые с пещерами, из которых к инопланетянам вышли люди. Скорее всего, инопланетяне возвели неподалеку полусферы своих укрытий, жилищ и лабораторий. Мой взор как бы пронзил купол полусферы. Я видел лабораторию. В ней гиганты проводили опыты над обезьяноподобным существом. В сравнении с гигантами, существо оказалось ребенком. Обезьяна-человек скалился, бросался на гигантов, пытался освободиться, но крепко удерживался некими силовыми полями. Существо было закреплено на белой панели. Велись какие-то приготовления. И вдруг из стен помещения в сторону панели и обезьяна-человека прорезались лучи света, переливаясь как радуга, будто таинственное странное излучение. Оно обволакивало тело зверосущества, успокаивало. Оскал сменился спокойным выражением морды. Взгляд становился осмысленнее. Сообразуясь со своими знаниями и догадками, я понял, так гиганты творили разумную жизнь на Земле. Первых людей. Воздействуя на обезьян неким излучением, изменяя ментальные функции. Потом, по всей видимости, через многие поколения менялось и тело. Видение пропало, но сразу же сменилось другим. Это была не пещера, а скорее подземелье. Грот, заваленный полуразложившимся трупами пещерных людей. Я чувствовал ужасный смрад, забивающий ноздри. Меня чуть не вырвало, но я сдержался. Видение было очень натуральным. На горе трупов восседало насекомоподобное существо, длинные жвала и зазубренные лапы, выпуклое сегментированное брюхо и огромные желтые глаза. Существо хватало труп и начинало разрывать его своими жвалами. В следующем видении я видел уже останки этого существа, разделенные и фрагментированные. Над останками прохаживались гиганты в бронескафандрах. Мои уши заложило сильным грохотом взрыва. Подземные гроты, обиталища хищных инсектоидов заполнялись бушующими волнами огня. И тут я понял, ни люди и ни гиганты первыми населили нашу планету. До нас она принадлежала этим насекомоподобным существам. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Делитесь этим видео в своих социальных сетях, ведь нам нужна максимальная огласка. А также подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию, ведь люди должны знать правду.